Всем привет, с вами Алла. Итак, смотрим, какой сюрприз готовит загаданная женщина. Может быть, это какой-то приятный сюрприз, а может быть, не очень. Так как расклад общий, то я не знаю, что карты покажут. Поэтому выбираем свой вариант. Это будет первый, это будет второй. Если не знаете, какой выбрать вариант, смотрите два. Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И открывает у нас тройка чаш. Так, барышня себя ведет в первом варианте очень непредсказуемо. Вот она, королева пентаклей. У кого-то отыграется, что это ваша жена, а у кого-то отыграется королева пентаклей как каштановый цвет волос, серый, либо зеленый цвет глаз, или по гороскопу дева, телец или козерог. Итак, что мы видим? Но сейчас между вами какая-то затянувшаяся ситуация, которая не обсуждается. Женщина делает вид, как будто или ничего не произошло, или она не понимает, что происходит, ну якобы не понимает. Женщина может себя вести как подросток. Ну, типа, моя хата с краю, ничего не знаю, вот в таком формате. Может перекладывать на вас ответственность, может вас в чем-то обвинять сейчас. В чем ты обвиняешь мужчину? В том, что вы в чем-то на нее давите. Угу. Значит, смотрите, расклад общий, поэтому я вам рассказываю все варианты, которые я могу интерпретировать из этого расклада. А вы уже ищите свой вариант. Значит, у кого-то это будет про то, что женщина, например, не готова к быстрому развитию этих отношений. Может быть, вы от него пытаетесь добиться какого-то признания, любви, или чтобы она выбрала окончательно вас, или чтобы ее поведение соответствовало тому, что она с вами определилась окончательно. Может быть, вы ставите какие-то условия. Или хотите, например, чтобы вы жили вместе или встречались чаще. Ну, либо еще какие-то там другие у вас просьбы или требования, у кого как. И вот то, о чем вы ее просите, она это воспринимает в штыки. Она это воспринимает, что вы ее подавляете. Она это воспринимает, что вы что-то навязываете. Женщина здесь почему-то относится к вам на сейчас, вот как будто вы бежите впереди паровоза, как будто вы куда-то спешите, а она в таком темпе, ну как, не успевает за вами, и вот ей как бы не надо то, что нужно вам. А что тебе не надо? Ну, у многих может отыграться, что мужчина здесь, если это не ваша жена, а просто женщина, с которой вы хотите быть вместе, вы можете хотеть с ней близости, например, а она всячески от этого ускользает. Или вы хотите с ней чаще видеться, а она ищет всякие отговорки, чтобы с вами не встречаться. Или
Вы от нее ждете какой-то серьезный разговор, который поставит все точки над «и». А она не готова к этому разговору, и как бы ей нечего вам предложить. А какой же ты тут сюрприз готовишь? Вообще, есть тут какой-то сюрприз? Так, единички. Ну тут женщина скрывает. Она здесь на самом деле очень еще не уверена в своих чувствах к вам. Например, если это ваша жена, с которой вы сейчас в ссоре, то она очень сильно сомневается, стоит ли с вами мириться. Стоит ли с вами съезжаться, мириться. Если это новая женщина, то она здесь не уверена в своих чувствах к вам. Но тут тогда нормально, потому что здесь про то, что мне мало времени, вот как бы не подгоняй меня. Я еще к тебе не присмотрелась, я еще тебя не прочувствовала. Я еще не готова вот к такому, скажем, интенсивному графику наших встреч или там проявления чувств, вот как ты от меня ожидаешь. Это если про новое чувство, про новое отношение. И женщина здесь это боится вам озвучить вслух. То есть она не говорит об этом вслух. Здесь женщина, которая может намекать о том, что, например, я сейчас не хочу с тобой отношений, или я не уверена в своих чувствах к тебе. У кого-то может быть, что она даже и не намекает, а просто морозится от вас. Тебе нужно время? Ребят, здесь не у всех нужно будет время. Здесь у кого-то отыграется, что на самом деле она скрывает от вас, что у нее еще остались чувства к ее бывшему мужчине. То есть если это не про вашу жену, а больше про новые какие-то начинающиеся отношения, то здесь сюрприз может быть в том, что вы узнаете про наличие этого мужчины, что она его не отпустила, что она еще с ним может общаться, что она еще может даже надеяться на то, что этот мужчина вернется в ее жизнь. Поэтому в первом варианте здесь у многих отыграется, что женщина пока что не готова на 100% заходить с вами в отношения. Дайте человеку время, чтобы он сам понял, чего она хочет. Здесь барышня, которая еще сама не определилась, что у нее к бывшему и что у нее к вам. Это был общий расклад для тех, кому необходима помощь, консультация, напутствие, подсказки. Обращайтесь ко мне за личной консультацией. И я вам в переписке расскажу, как проходит личное гадание и что для этого нужно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, а мы переходим ко второму варианту. Во втором варианте женщина далеко от вас находится. Может быть, даже в другой стране, либо в другом городе. Вы давно не общались. Женщина молчит очень давно. Здесь женщина пресекла ваше общение и ушла в аркан Луна. Ну, то есть это когда человек, например, мог вас заблокировать. Заблокировать или просто не отвечать вам. То есть вы можете писать, она или не читает, или читает, но не отвечает. Здесь женщина, которая резко как-то с вами поступила.
Здесь мог быть очень какой-то крупный скандал, крупная какая-то ссора. И здесь про то, что на тот момент здесь человек как бы хотел вообще вот расставить все точки над «и», и, в принципе, не хотел здесь никак выходить на связь. Так, а что на сейчас? Что поменялось? Какие чувства? И какие мысли? Ну, у многих здесь может отыграться про то, что если у вас, например, есть совместные дети, вы могли то ли через детей что-то передать ей, какую-то информацию, то ли через детей, например, помочь финансово, ну, как вы не должны были так поступать, это скорее как вот какой-то подарок мог быть. В общем, как-то вот ваш поступок, он как-то растрогал, если так можно выразиться, эту женщину. Вот то, что вы сделали, вот оно как-то ее удивило. Может быть, вы помогли финансово, а может быть, она в чем-то нуждалась, например, и вы ей закрыли эту потребность, хотя как бы вы ей ничего не должны и не обещали. Может быть, у нее там кто-то заболел из ее родственника. Вы, например, этого родственника вылечили или там закрыли какие-то долги. В общем, женщина как-то пересмотрела свой подход к вам в лучшую сторону. То есть, если раньше, до этого поступка, вот прям категорическое было «нет», то сейчас такое ощущение, что вот, знаете, какая-то капелька просочилась в ее сердце, и она как-то задумалась. А над чем-то задумалась. Ну, она понимает, что вы ее любите. Она понимает, что вы действительно проявляете о ней заботу. И судя по картам, видимо, нет другого мужчины, который о ней бы заботился. Какой ты хочешь сюрприз устроить? Ну, вы знаете, у очень многих может отыграться это как трансформация отношений. Типа, может быть, все-таки убрать какие-то претензии, убрать какие-то обиды. Простить человека за какие-то там вымышленные проблемы. Эта женщина очень обижена. Вот знаете, как здесь человек, который, видимо, длительный период молчал, страдал и ничего не проговаривал. А потом в какой-то один момент просто подала на развод и уехала. Здесь даже может быть такое, что вы знали о том, что у нее есть другой мужчина. Но мужчина здесь идет под колесом фортуны. То есть это про то, что мужчина этот о ней не заботился, она ему была не нужна. И сюрприз заключается в том, что человек здесь переосмыслил. А может быть, действительно она ошибалась. А может быть, действительно нужно пересмотреть свое мировоззрение, понимание, что такое любовь, что такое семья. В общем, вы знаете, двоечки, по аркану Иерофант это может быть как глобальная трансформация мышления. То есть это когда женщина начинает смотреть на вещи более трезво, без иллюзий, без каких-то вымышленных фантазий. А как должно быть? А вот как у других людей? В общем, похоже на то, что вы давно не вместе,
это как-то пошло ей на пользу ее взрослению. Вот как будто она из инфантильного подростка немножко повзрослела. И она начала проводить параллели между вашими действиями и между тем, что же такое любовь. И у многих отыграется, что женщина захочет вернуться. Ну, не то, что прям вернуться в отношения, но сделать какой-то маленький шажок в сторону примирения. То есть может сама выйти на связь, поздравить вас с каким-то праздником, поинтересоваться чем-то у вас. То есть найти повод для того, чтобы с вами попробовать помириться. Так что, двоечки, вот такой получился второй вариант. Напоминаю, что это был общий расклад для тех, кто запутался в собственных отношениях. Может быть, вы сейчас в ссоре, в разрыве, в разводе. И вы не понимаете, что хочет ваша женщина, как с ней помириться, или как ее мирить, или как ее вернуть к себе, что с ней, в принципе, дальше делать. Расстаться или эти отношения все-таки попытаться вернуть. Обращайтесь ко мне за личным гаданием, потому что это был общий расклад. Мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Я в переписке расскажу, как проходит личное гадание и что для этого нужно. Кому понравился расклад, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и всем пока!